Есть специя, которая стоит дороже золота. Иногда ее цена достигает нескольких тысяч долларов за килограмм. Но самое удивительное – это не редкий металл, не драгоценный камень и не какой-то сложный химический продукт. Это обычный цветок. Точнее, крошечные красные нити внутри цветка. И именно они называются шафраном, самой дорогой специей на планете. Когда человек впервые слышит об этом, возникает вполне логичный вопрос. Почему несколько тонких нитей могут стоить так дорого? Что в них такого особенного? И действительно ли шафран заслуживает своей легендарной стоимости? Чтобы это понять, нужно начать с самого начала. Шафран получают из растения, которое называется крокус посевной. Это небольшой фиолетовый цветок, который расцветает осенью. Когда цветок раскрывается, внутри него можно увидеть 3 тонкие ярко-красные нити. Это рыльца цветка. Именно они и становятся шафраном. Но здесь начинается самое удивительное. Каждый цветок дает всего 3 нити. Не 4, не 10, всего 3. И чтобы получить хотя бы 1 грамм шафрана, нужно собрать примерно 150 или 200 цветов. А теперь представьте другую цифру. Чтобы получить 1 килограмм шафрана, требуется около 150 или 200 тысяч цветов. Да, сотни тысяч. И это только начало истории, потому что все эти цветы собираются вручную. Никакие машины здесь не помогают. Каждый цветок аккуратно срывают руками, затем раскрывают его и достают изнутри эти тонкие красные нити. Работа очень кропотливая и требует большой аккуратности. Иногда один человек может собрать всего несколько граммов шафрана за целый день работы. По сути, это одна из самых трудоемких специй, которые существуют на Земле. Но это еще не конец истории. Крокусы цветут очень недолго, иногда всего 1 или 2 недели в году. И в этот короткий период фермеры работают практически без остановки. Поля покрываются фиолетовыми цветами, и сбор урожая начинается еще на рассвете. Цветы собирают рано утром, пока они полностью не раскрылись. Если опоздать хотя бы на день, цветок увянет, и часть урожая будет потеряна. После сбора начинается еще один важный этап. Рыльца нужно аккуратно отделить от цветка, и это тоже делается вручную. Затем их сушат, и именно во время сушки появляется тот самый характерный аромат шафрана. Но здесь тоже есть свои нюансы. Если сушить слишком быстро, аромат станет слабым. Если сушить слишком долго, специя может потерять свои свойства. Поэтому правильная сушка – это почти искусство, которое фермеры передают из поколения в поколение. И именно от этого этапа зависит качество будущей специи. Когда смотришь на маленькую баночку шафрана в магазине, трудно представить, сколько труда нужно за несколькими тонкими нитями. Но есть еще один интересный момент. Несмотря на огромную известность шафрана, его в мире производят не так много. Главный производитель шафрана – Иран, на него приходится примерно 90% всего мирового производства. Также шафран выращивают в Испании, Индии, Марокко, Греции и Италии. В Индии особенно ценится шафран из региона Кашмир, он считается одним из самых ароматных и насыщенных. Испанский шафран известен своим мягким вкусом, а греческий отличается ярким цветом. Но даже если объединить все производство разных стран, общее количество шафрана в мире остается относительно небольшим. И именно поэтому эта специя остается такой дорогой. Интересно и то, что шафран ценился еще 1000 лет назад. Его использовали в древних цивилизациях. В Древнем Египте шафран применяли как ароматическое средство. В Древней Греции его добавляли в благовония и лекарства. А в Персии шафран считался символом богатства и роскоши. Иногда им даже окрашивали ткани и одежду. Позже шафран стал одной из самых ценных специй на торговых путях между Востоком и Европой. Купцы перевозили его через огромные расстояния,
и иногда за небольшое количество шафрана платили целое состояние. Даже сегодня эта специя остается одной из самых дорогих в мире. Но дело не только в редкости. Шафран обладает очень необычным вкусом и ароматом. Его аромат одновременно слегка медовый, немного цветочный и с легкой горчинкой. И самое удивительное, даже несколько нитей способны полностью изменить вкус блюда. Поэтому шафран никогда не используют в больших количествах. Иногда достаточно всего 3 или 4 нитей. Именно поэтому маленькая упаковка может использоваться очень долго. Шафран широко применяется в кухнях разных стран. Например, в Испании его добавляют в знаменитую паэлью, и именно шафран придает этому блюду характерный золотистый цвет. В Италии есть известное блюдо – ризотто по-милански, и его главный аромат создает именно шафран. В странах Ближнего Востока и Азии шафран часто добавляют в рис, десерты, чай и молочные напитки, а иногда его используют даже в мороженом. Но шафран ценится не только за вкус. В нем содержатся природные вещества, которые считаются сильными антиоксидантами. Исследования показывают, что шафран может поддерживать настроение, помогать при стрессах и поддерживать работу мозга. Также его традиционно использовали для улучшения пищеварения и общего укрепления организма. Но важно помнить, что шафран – очень концентрированная специя, поэтому его используют в очень маленьких количествах. И есть еще один интересный факт. Из-за высокой стоимости шафран часто подделывают. Иногда вместо него продают окрашенные нити других растений или дешевые смеси специй. Поэтому настоящий шафран должен иметь насыщенный темно-красный цвет, сильный аромат и при добавлении в воду постепенно окрашивать ее в золотистый оттенок. Если же специя слишком дешевая, почти всегда это не настоящий шафран. И когда узнаешь всю эту историю, сотни тысяч цветов, ручной сбор, короткий сезон и сложную обработку, становится понятно, почему шафран называют самой дорогой специей в мире. Иногда за несколькими тонкими нитями стоит огромный труд сотен людей. Маленькие нити проходят длинный путь от фиолетового цветка на поле до кухни в разных странах мира. И, возможно, в следующий раз, когда вы увидите шафран, вы будете уже знать его секрет. А вы пробовали настоящий шафран? Напишите об этом в комментариях, будет интересно узнать ваш опыт. И если вам нравятся такие истории о редких растениях, природных продуктах и удивительных вещах, которые создает природа, поддержите канал. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь. Впереди еще много интересных и редких тем, о которых вы, возможно, даже не слышали. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.